привет! Меня зовут Наталья, и вы находитесь на моем канале «Все в жизни связано». Мы сегодня продолжаем нашу рубрику «Секреты идеального вязания». И в сегодняшнем видеоуроке я хочу показать для тех девочек, кто не знает, как вязать резинку 1 на 1, чтобы она становилась декоративным украшением вашего изделия. Все мы знаем, что не всегда резинка 1 на 1 выглядит идеально, особенно когда мы вяжем ее из мягких видов пряжи, например, из мохера, либо когда мы вяжем из хлопковых нитей. Не всегда петельки ложатся ровно, красиво и аккуратно. Это очень много зависит и от натяжения нити, и от мастерства, и от пряжи в том числе, больше даже, чем на 70-80%. И я покажу вам, как вязать вот такую декоративную резиночку, которая точно так же эластична, но еще плюс ко всему она будет украшать ваше изделие и выглядеть просто как отделка. Мы будем с вами сегодня вязать резинку 1 на 1 со скрещенной лицевой петлей, поворотными рядами. В круговых рядах эта резинка вяжется немножко по-другому, а я вам сейчас покажу именно, как вязать ее поворотными рядами. Итак, первые петли кромочные, смотря у кого какая, мы берем наше изделие, у кого одна кромочная петля, у кого-то 2 кромочные петли. В моем случае это 2 кромочные петли. Я их провязываю. Я провязываю их лицевыми. У меня есть видео, как провязывать вот такие красивую кромку. Я оставлю ссылочку под видео. Кому интересно, проходите, смотрите, кто еще не видел это видео. Итак, я провязала кромочные петли, и дальше у меня начинается резинка 1 на 1. Итак, начинается она у меня с лицевой петли, и я ее провязываю не как обычно, вот так, чтобы она была развернута, как мы обычно провязываем лицевые петли. А я ее провязываю таким образом, чтобы она была у меня скрещенная. В моем случае, мы все вяжем по-разному, в моем случае мне нужно вот за переднюю стенку взять и вот таким образом ее перекрестить. Вот видите, она как перекрестилась. И провязываю лицевой петлей. Дальше идет изнаночная, ее провязываю как обычно. Снова вот идет лицевая, вот она развернутая вот таким образом. Если бы я ее как обычно вязала, я бы вязала за заднюю стенку. А так как мне нужно ее скрещенной провязать, то я ее буду провязывать за переднюю стенку. Вот так, скрещенной петлей. Дальше снова изнаночная и снова скрещенная лицевая. Изнаночная и скрещенная лицевая. Итак, провязываем до конца этого лицевого ряда, чередуя лицевую скрещенную и обычную изнаночную петлю. Продолжаем. Итак, мы провязали лицевой ряд, разворачиваемся на изнаночный ряд. Провязывайте самостоятельно кромку, как вы ее провязываете. Я свои вот 2 петли провязала. И теперь, как мы вяжем эту резинку в изнаночном ряду. Вот у нас идет первая изнаночная петля, у нас она с лицевого ряда была лицевая. Так как мы лицевые вяжем скрещенными, нам нужно, чтобы и в изнаночном, провязав ее, она с лицевой стороны оказалась скрещенной. Поэтому нам нужно изнаночную петлю в изнаночном ряду провязать не обычной, а скрещенной петлей. То есть в моем случае я бы сейчас провязывала за переднюю стенку, если бы я как обычно провязывала, а мне нужно провязать за заднюю стенку. Поэтому я вот таким образом немножко отодвигаю заднюю стеночку, вот так подхватываю петлю, точнее нить, и провязываю изнаночной скрещенной петлей. Дальше идет лицевая, это у нас с лицевого ряда изнаночная, ее мы привязываем как обычно, вот обычной лицевой петлей в изнаночном ряду. Снова изнаночную вот так оттянули заднюю стенку и провязали изнаночной, лицевую как обычно, изнаночную, изнаночной скрещенной, лицевую как обычно. И так до конца ряда. Изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная,
лицевая. Все, вяжем до конца ряда. Все, провязали второй ряд, и теперь чередуем эти два ряда в высоту необходимое количество раз. В лицевом ряду провязываем лицевые петли скрещенными, изнаночные обычными, а в изнаночном ряду наоборот, изнаночные петли провязываем скрещенными, а лицевые обычными. И у вас получится вот такая красивая резинка со скрещенной лицевой петлей. Сейчас покажу на другой пряже. Вот таким образом выглядит эта резиночка, как декоративная отделка изделия. Если вам понравился этот мастер-класс, поставьте мне лайк. Мне будет приятно, и это будет дополнительный стимул для меня снимать новые интересные видео. Кто еще не подписался на мой канал, обязательно подпишитесь и нажмите колокольчик, чтобы не пропускать выход новых интересных и полезных познавательных видеоуроков. А на сегодня у меня все. Всем пока!